справились. Теперь начнем установку батареи нового образца. Она металлическая, обработана антикоррозионными составами. Ставим ее под окно. Так как у нас здесь в комнате не очень тепло, поэтому у нас принято решение поставить третью батарею в этом помещении. Значит, начнем мы все это дело с распаковки новой батареи и установки крюков для закрепления батареи на стену. Значит, мы проведем здесь такую установку на стену, потом завесим батарею и приступим к разводке труб пластиковых. Будем паять их паяльником для пластиковых труб. Сейчас мы приступим к разметке местоположения батареи, укрепление отражательного экрана под батареей по современным энергосберегающим технологиям и приступим к монтажу батареи на стену. Значит, проводим карандашиком местоположение нашей батареи. Батарея у нас металлическая, тяжелая, капитальная. В комплекте с батареей идет одна заглушка и один кран Маевского. Значит, мы купили предварительно два крана для подключения батареи к системе отопления. Значит, один кран будет у нас идти на подачу воды, а другой кран будет идти на обратную систему подачи. Будем их впаивать в трубопровод и вкрутим их в нашу батарею. В заводском исполнении стоят заглушки заводские, мы их снимаем и на это место ставим комплект кран, гайка для подключения воды. Значит, используемся фум-лентой, наматываем 13 витков на резьбу для полной герметичности. Монтаж системы отопления начинаем со слива воды с нашей системы отопления, так как без этого не обойтись. Значит, соединяем батарею, соединяющие гайки, и сливаем воду с батарей и с труб. После слива воды займемся монтажом пайкой труб системы отопления для подключения нашей новой батареи. После установки батареи на стену проводим монтаж труб отопления. Для этого у нас проводится пайка трубой полдюйма, обычно водопроводная, без всяких усилителей, для того, чтобы тепло уходило полностью у нас в комнату. Значит, мы сделали пайку крана подводного, сейчас будем паять уголки и посмотрим, что из этого выйдет. Трубы нужно паять качественно, дабы не перегревать их, потому что перегрев уменьшает течение труб в 1,5-2 раза. Поэтому для каждой трубы нужно выбирать температурный режим и время нагрева этой трубы. Что делаем?
пайку углов. Главное, шов не перегреть и не додержать. 5-6 секунд. Время нагрева нашей трубы. И 1-1,5 минуты на остывание свариваемого шва. Дорогие наши подписчики, как видите, мы уже поставили батарею металлическую, обработанную антикоррозионным составом. Паяли ее в систему отопления. Значит, последний этап — это установка самой батареи к системе, подключение самой батареи к системе отопления. Значит, мы выполняем ее гайками типа американка, затягиваем с небольшим усилием и проводим проверку нашей системы давления. Думаю, что будет все хорошо. Так что подписывайтесь на наш канал. Большое спасибо, что нас посмотрели. С вами был Сергей Николаенко и канал «Взрослые дети».